Привет, дорогие друзья! Сегодня в работе большой кошелек, портмоне из кожи крас толщиной 2-2,2 мм. Довольно толстая кожа. Кошелек получается внушительных размеров. Выкройка, которая находится в описании под видео, рассчитана под кожу 1,5 мм. Поэтому под это изделие я немножко удлинял держатель под кнопку. Изделие имеет 4 отделения под карточки, хотя в каждое отделение можно спокойно размещать по 2 или по 3 карточки, под паспорт, другие какие-нибудь документы, и одно большое отделение, где также спокойно можно поместить документы какие-нибудь или же деньги. Обязательно проверяем, чтобы размеры, которые указаны в чертежах, сходились с тем, что печатает принтер. Данная деталь должна быть в длину 225, в ширину 15. Если все правильно, тогда можно вырезать данные детали. Вырезал подходящие мне куски кожи. Дальше беру скотч и приклеиваю листочки кожи. Выкройка сделана под пробойник с шагом 5 мм и диаметром 1 мм.
Полностью пробиты и вырезаны все детали. Бахтарму обрабатывать не буду, довольно красивая бахтарма. А лицевую сторону буду покрывать Natura крем от Кенда Фарбен. Нанесу несколько слоев и заполирую. Нанес 2 тоненьких слоя. Можно не переживать, если у вас видно такие переходы, разводы. Этот крем очень хорошо полируется. Полирую спонжиком. Только следует выбирать такие спонжики, которые не будут оставлять ворсинок. Потому что крем содержит воск, и у вас ворсинки сразу же будут прилипать к лицевой стороне. Можно заметить, насколько быстро заполировывается. Эта кожа еще не обработана, а это уже полностью обработано. Данный крем не дает сильного блеска, но делает более насыщенный цвет кожи. Перед сшиванием нужно обработать урезы в тех местах, к которым потом не будет доступа. На данных деталях обрабатывать буду сверху. На этих деталях также буду только сверху. И на лицевой стороне тоже сверху. Данную деталь буду обрабатывать полностью по кругу, а эту вообще не буду трогать. Для обработки уреза буду использовать специальную краску для урезов от Кенда Фарбен. Но перед нанесением краски сначала наношу 1 или 2 слоя грунта, филлер, в зависимости от того, какой результат будет получаться. Грунт и краска очень быстро засыхают, и чтобы потом не было комков в бутылке, я пользуюсь пробочкой. Прошло полчаса, может быть чуть больше. Грунт уже подсох. С помощью наждачки сглаживаю.
Наносил я 2 слоя для того, чтобы урез был ровненький и гладенький. Последним третьим слоем наношу уже саму краску для уреза. Также от Kendo Farben, матовая, темно-коричневая. Краска для уреза уже подсохла. Установил кнопки. И первым делом сшиваются между собой карманчики. Дальше сшиваем детали сначала с одной стороны, потом с другой стороны. Начинаю прошивать сверху и заканчиваю снизу. Только следует не забывать, что на углу добавляется еще лицевая деталь. Ну и не забываем про кнопку, которая у нас будет находиться в данном месте. Полностью прошил. Переделал немножко хлястик, сделал длиннее, так как кожа толстая. И этот был прям тык впритык. Сейчас ножиком выравниваю края. Снимаю кромку. И наношу несколько слоев грунта филлер от Kendo Farben. Краска подсохла и получился красивый обработанный край изделия. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Пока-пока.